Однажды днем, когда солнце лениво скользило по крышам и деревья бросали мягкие теплые тени на обочину, я гулял с собакой и вдруг заметил золотистое пятно у края дороги. Сначала я подумал, что это кусочек мусора или старый сверток, но при ближайшем подходе понял — это живое существо. Маленький щенок, совсем недавно появившийся на свет, лежал в позе, в которой каждый вздох казался подвигом. Его шерсть была запыленной, но все еще отливала мягким золотом. Тело дрожало, а глаза Киси, такие большие и доверчивые, будто смотрели прямо на меня. Он попытался вползти по старым ступенькам рядом с обочиной, но задние лапы упрямо не слушались. Он их волочил, делая усилия, которые у любого прохожего вызывали одновременно жалость и ужас. Лапы то подкосились под ним, то, казалось, вовсе отказывались держать вес. В какой-то момент он упал, тяжело вздохнув, и задрожал так, будто внутри все ломалось. Это был золотистый ретривер, еще щенок. И в его облике было столько беспомощности, что сердце сжалось. Я сделал шаг назад, не желая напугать. Но щенок, заметив, что я отступаю, запаниковал. Он растянул израненное маленькое тело и попытался ползти вслед за мной, как будто боялся, что я уйду. Он не лаял, не плакал громко, в его взгляде было молчаливое, трепетное умоление. «Останься!» Я стоял колеблясь, потому что не знал, что делать и куда бежать с этим чудом. Но оставаться и смотреть, как он умирает у обочины, было невыносимо. Я вернулся вечером. Сердце сжималось при одной мысли о том, что он может еще оставаться там, и, к счастью, он был. Теплым сумеречным воздухом пахло приготовленной едой, и я принес с собой пакет жареного риса с уткой. Когда я поднес еду ближе, щенок осторожно потянул нос и понюхал, и в его глазах вспыхнул проблеск надежды. Он ел медленно, будто боялся, что это всего лишь видение или запретный плод. Пьедестал его маленькой головы дрожал, но он нашел силы жевать. Я попытался поднять его, чтобы согреть и укрыть, но щенок вздрогнул и отскочил. Страх и боль переплетались в его телесной реакции. Когда я вновь приблизился, он издал тонкий, ужасающий крик. С трудом при помощи двух прохожих мы поместили его в клетку. Старый контейнер для перевозки животных, который кто-то из нас достал из машины. Как ни странно, как только металлические стенки оказались вокруг него, щенок успокоился. Может быть, он почувствовал границы и безопасность, которые давали хоть какую-то надежду. Я снял короткое видео его состояния и позвонил в клинику, объясняя, что на обочине найден живой щенок с травмой позвоночника. Ветеринар настоятельно рекомендовал не откладывать. Нужно срочно везти его в больницу. В клинике запах антисептиков и чистоты спровоцировал у него дрожь. Он втянулся в угол клетки и не хотел ни есть, ни пить. Боль и страх сделали его замкнутым. Утром рентген показал то, чего я боялся больше всего. Перелом грудного позвонка, смещение, которое вызвало паралич задних лап. То, что он волочил клетку и пытался продолжать двигаться, привело к болезненным язвам на коже задних конечностей. Ветеринар говорил медленно и ровно, пытаясь смягчить реальность. Смещенные позвонки, поврежденные нервы, кровотечение и воспаление. Операция — единственный шанс. Шансы на восстановление, сказал он, невелики. Лишь 10-20% вероятность частичного восстановления функции нервов. Но если ничего не делать, все может только ухудшиться. Я не колебался долго. Если был хоть какой-то шанс дать этой крошечной жизни надежду, я должен был им воспользоваться. Операция была назначена на следующий день. Щенку не давали есть всю ночь, его побрили по спине, подготовили наркоз. Хирурги сделали надрез, провели манипуляции, чтобы вправить позвонки и убрать давление с нервов. Я сидел в коридоре и пытался не падать в обморок от мысли о том, что могло произойти с ним.
Когда операция наконец завершилась, мне сказали, что прошло лучше, чем ожидалось. Это был первый лучик света. Первые дни после операции были тяжелыми. Он лежал с швами на спине и дрожал от боли, но дух его оставался стойким, как у воина. Он почти не ел, но к вечеру медсестра принесла ему ужин. И я видел, как он набросился на пищу, словно открыл глаза на мир заново. Я плакал при виде этого, не от жалости, а от облегчения, что он снова может утолить голод. Каждый день приносил маленькие, но явные улучшения. Через 5 дней после операции я пришел навестить его. И тот момент, когда он узнал меня и радостно загавкал, был дороже любых слов. Я дал ему имя – Велор. Это слово означало смелость, и он, даже будучи в боли, демонстрировал ее в каждой минуте своего восстановления. Маленькие радости – игрушка. Мягкая подушка, знакомые лица медсестер поднимали его дух. Медсестры придавали ему плюшевых мишек и давали угощения, горстки чужой доброты складывались в теплое одеяло для его сердца. И люди приходили. Кто-то приносил деньги на лечение, кто-то просто хотел посмотреть на маленькое чудо. Велор стал центром теплых разговоров и добрых поступков в этой больнице. Реабилитация была долгой и терпеливой. Первые недели ему приходилось почти неподвижно лежать. Любое резкое движение могло нарушить еще не до конца сросшуюся кость или сместить внутреннее крепление. Медицина делала свое дело. Раны обрабатывали, язвы на лапах заживали, а кость вокруг позвонков медленно срасталась. Дополнительно начали курс альтернативных методик – иглоукалывание и лазерная терапия. Маленькие, почти бесшумные иглы и нежные лучи света казались крошечными уколами надежды. Они не обещали чуда, но обещали поддержку. Помочь нервам найти путь, уменьшить воспаление, пробудить даже мимолетные импульсы в мышцах. Каждый раз, когда я заходил в палату, его глаза встречали меня теплом и узнаванием. Он отвечал радостным, тихим лаем, его хвост начинал завиваться в ритме, похожем на песню. Даже когда задние лапы пока не слушались, он находил способы выражать благодарность. Касался носом моей руки, терся, а обувь следил взглядом. Однажды я принес ему маленькую мягкую игрушку – банального плюшевого зайчика. Велор обнюхал ее, понюшал, а потом так осторожно прижал к груди, будто это была часть семьи. Этот образ запал в сердце. Чудом было не только то, что он жил, но и то, как он снова учился доверять миру. Прошло 7-10 дней, швы зажили, костные сращения начали укрепляться. Врач сказал, что период наиболее критического восстановления пройден, и теперь основная работа – помочь мышцам и нервной системе обрести взаимодействие. Физиотерапевт привел реабилитолога, и начался новый этап – упражнения, массажи, плавание в теплом бассейне. Первые попытки стоять были неловкими. Передние лапы держали, а задние, поддерживаемые ремнями и помощью, пытались включиться в движение. Иногда темп был почти незаметен. Один процветающий вздох прогресса за другим. Но каждый маленький шаг отмечался как победа. Благотворительность и добрые люди играли огромную роль. Кто-то привез коляску, кто-то мягкие шинели и лечебные корма, кто-то оставлял письма поддержки на стене возле палаты. История Веллора разнеслась по городу. Люди, узнавшие о маленьком щенке, приходили, приносили лакомства, оставляли игрушки и просто сидели рядом. Эти простые проявления заботы были как лучи солнца в его восстановлении. Они греют, когда кажется, что сил уже нет. Через несколько недель начали появляться первые значимые изменения. Ему стало легче сидеть, он мог удерживать тело ровнее. Мышцы задней части стали чуть менее вялыми. В кабинете физиотерапии он учился опираться на ремни, а медсестра помогала ему делать маленькие шаги, пока мы держали его в специальном тренажере.
Каждый успех сопровождался радостными слезами у нас всех, тех, кто следил за ним с первых дней. Веллор начал по-настоящему смеяться, это было в его задорном тявканье, в том, как он пытался гоняться за своим зайчиком, когда его подбрасывали на безопасном расстоянии. Настал день, когда врач сказал: «Пора выписывать». Это было спустя 40 дней с момента, когда я впервые увидел его на обочине. 40 дней, наполненных медицинскими процедурами, ночным беспокойством, ежедневными визитами и бесконечной любовью. Врач дал инструкции по уходу на дому, режим активности, лечебные упражнения, обработка ран и назначенная терапия. Особое внимание уделялось шлейке, специальной поддерживающей системе, которая позволяла перераспределять нагрузку и поддерживать заднюю часть тела. Кроме того, была предложена инвалидная коляска для собак, легкая, с регулируемыми ремнями и колесами, которые позволяли Веллору снова ходить хоть и в другой форме. Когда щенка впервые положили на руки женщины, которая взялась о нем заботиться, он прижался к ней без страха. Его маленькое, раньше израненное тело нашло новое место – дом, где было тепло, вкусная еда и руки, готовые ласкать. Эта женщина, сама пережившая утрату и осознающая цену спасенной жизни, стала для Веллора тем самым навсегда. Она устроила для него теплую лежанку, наполнила комнату игрушками и напекла печенье для собак. Я приходил в гости иногда и каждый раз видел, как он узнает меня и приветствует радостным лаем. Его улыбка стала возвращаться. Теперь он передвигался в инвалидной коляске, колеса заменяли силу его задних лап, а ремни и шлейка поддерживали позвоночник. На прогулках он выглядел как маленький рыцарь на колесах, гордый и свободный. Дети на улице останавливали родителей, указывая на золотистую шерсть и веселые глаза. Люди улыбались и говорили теплые слова. И Веллор отвечал им своим поклонением. Он махал хвостом, терся о ноги и, если кто-то позволял, шевелил теми мышцами, что стали снова дышать. Жизнь шла иначе, но полноценно. Он уже плохо ходил, но это не мешало ему быть счастливым. Игры короткие, но насыщенные. Сон глубокий и спокойный, обеды, совмещенные с массажем и упражнениями. Он полюбил воду. Физиотерапевтический бассейн стал его маленьким островком радости, где он мог двигаться без тяжести и снимать напряжение. Там, под теплой струей, мышцы работали легче, и улыбка на морде была искренней. Веллор стал символом того, как весьма одна остановка может изменить судьбы. Если бы я прошел мимо тогда, у обочины осталась бы одна история нерассказанной. Но я остановился. Потом пришли и другие, кто помог: прохожие, медсестры, врачи, пожертвователи и та женщина, которая стала его хозяйкой. И еще Веллор, храбрый сердцем щенок, который никогда не сдался, даже когда все вокруг говорило иначе. Сейчас, когда я навещаю его, он встречает меня радостным лаем и тихим скрежещущим звуком колес. Он лежит на своей теплой подстилке, окруженной игрушками и любовью. Иногда он пытается встать, и мне кажется, что в его глазах читается «Я сделал это». Но важнее то, что он показывает всем нам. Чудеса случаются тогда, когда человеку не безразлично ничье страдание. И вот что я понял. Доброта имеет форму поступка. Она может быть крошечной, остановиться у обочины, средняя, отдать теплый рис, большая, оплатить операцию и уход. Но даже самая маленькая доброта может спасти жизнь. Веллор – живое доказательство. Он никогда не сдавался. И мы, те, кто поверил в него, тоже не сдавались. Сегодня он живет, играет и любит. Его дни наполнены светом, хотя однажды он лежал на холодной земле, и мир мог бы пройти мимо. Это история о маленькой золотой шерстинке у обочины, и
и о тех, кто услышал ее молчаливое «помоги». Пусть она будет напоминанием. Остановиться иногда означает спасти мир для одного существа. И если однажды вы увидите на дороге что-то похожее, вспомните про Веллера. Иногда спасение – это просто действие, которое начинается с простого «остановлюсь».